браке юридически может в Беларуси состоять только мужчина и женщина. Двигаться этот процесс никуда не планирует в ближайшие годы, по крайней мере, точно. Об этом идет разговор, об этом говорят правозащитники, и пока это такая недостижимая планка в том смысле, что для начала хотелось бы добиться изначальной безопасности для негетеросексуальных пар, для нецисгендерных людей. И тут уже вопрос о браке, да, это такая недостижимая мечта пока что для Беларуси. Поэтому говорить об этом очень рано. Но правозащитники, по крайней мере, упоминают об этом не очень часто. В данный момент вот за себя могу сказать конкретно. Я нахожусь в партнерстве с цисгендерным парнем, и до того момента, пока я сменил документы, у нас был оформлен брак, пока в документах у меня был написан женский пол. И в принципе, это было сделано по многим причинам, в том числе для того, чтобы... я имею в виду заключение брака, это было сделано по многим причинам, в том числе для того, чтобы остаться в Минске и не поехать по распределению, но брак не был ни в коем случае фиктивным, потому что мы реально находились в партнерстве и находимся. И как только я сменила документы, до того, как я их получил, мне нужно было подать заявление на расторжение брака, потому что иначе заявление автоматически отклонялось на смену документов. То есть мне нужно было развестись, чтобы получить новые документы, потому что, естественно, тогда это получался бы гомосексуальный брак, которого в Беларуси нет. И сейчас мы по-прежнему с этим парнем вместе, но мы не можем уже заключить брак, хотя мы в нем состояли, теперь мы разведенки. Опять же, хорошо бы для начала людей не увольняли с работы за это или там не били на улице, а уже браки, на самом деле, я не думаю, что это будет в ближайшие 10 лет, и, может, даже в ближайшие 20 лет, и я надеюсь, что я увижу это при своей жизни. Да, действительно, радует то, что у нас гомосексуальные отношения не криминализированы, и, по крайней мере, в них можно вступать, не опасаясь, что тебя привлекут по какой-то конкретной статье, типа мужеложство или то, что есть там в мусульманских странах. Но такая некриминализация в этом смысле, она очень скользкая, потому что есть некоторые моменты, за которые могут привлекать по смежным каким-то статьям, и очень сложно доказать свою правоту. В Беларуси есть закон, ограждающий детей от информации, которая может им навредить, и вот это что-то, такая очень скользкая формулировка, которую очень часто используют для того, чтобы давить на медиа и так далее. То есть, в принципе, если доказать, что гомосексуальная пара поцеловалась на улице, и это увидели дети, то уже можно по этой статье привлечь. И будет очень скользкий момент, с которым, опять же, нужно будет работать с правозащитником, адвокатом, и классно будет, если это будет какой-то кейс, в котором докажут, что гомосексуальность не вредит детям, то есть это уже будет супер прорыв для Беларуси. МВД транслирует крайне гомофобную политику, гомофобную, трансфобную, ксенофобную, любую. И, это в первую очередь заявления в СМИ, заявления на открытых ресурсах МВД. Весь этот скандал с публикацией «Они не пройдут», которая говорила о том, что гомосексуальность в нашей стране никогда не будет соответствовать традиционным ценностям. После этого сочетание традиционной ценности уже вызывает легкую истерику у правозащитников и вообще у всех нормальных людей. Это связано с тем, что отдельно взятые люди из МВД, в частности, министр... Господи, чего он министр? Шуневич. В общем, выступает очень много в СМИ с очень гомофобными резкими заявлениями, и тем не менее остается на посту, и это удивительно, потому что все-таки Беларусь, если мы все-таки говорим о Беларуси как о части Европы, то это крайне жесткие вещи, которые, в принципе, с европейской политикой никак не пересекаются, вступают в конфликт, мягко говоря. Поэтому ждать какой-то защиты ЛГБТ плюс людей от правоохранительных органов в Беларуси вообще не приходится. То есть обращаться
в правоохранительные органы с чем-нибудь вроде, там, не знаю, меня избили на улице, потому что я гей, ну, скорее всего, это дело закроют, то есть ты ничего не добьешься. У меня есть очень много знакомых, которые работали с этим, то есть они обращались реально в милицию. И есть много моих знакомых правозащитников, которые защищали права как адвокаты. И требовались очень большие усилия, чтобы признать гомофобию как отягчающее обстоятельство, ну, то есть как причину произошедшего, потому что это всегда пытаются заминать, это сводят на там, какую-то конкретную вражду между там, конкретными людьми, там, группами и так далее, что гомофобия — это, получается, вражда к социальной группе, а когда мы признаем ЛГБТ плюс как социальную группу, то вау, мы признаем, что они в Беларуси существуют, а правительство как бы против этого. Наиболее известный, наверное, случай с Мишей Пищевским, после которого создавалось много инициатив, в том числе вот нынешняя существующая инициатива «Дело Пи» памяти Миши Пищевского. Это парень, которого избили после того, как он выходил с гей-вечеринки закрытой и впал в кому на год, по-моему, после чего умер. Причем там был, очень жесткий, который вызвал очень большой резонанс случай, и это на данный момент единственное более-менее такое медийное дело, связанное с насилием и смертью в итоге человека ЛГБТ+. И, после этого дела, наверное, пошел разговор в белорусском пространстве о том, что да, вообще-то людей избивают, и они умирают, а кто не умирает, тот, остается с инвалидностью или еще что-то, и это существует, и это замалчивается в милиции, потому что. Радует то, что в Беларуси есть процедура по коррекции половой принадлежности, она так называется официально, пусть от этого официального названия всех корежит, но она есть, к сожалению, она дико несовершенна, то есть на это уходят у многих годы. У меня на смену там паспорта ушло сколько? 2-3 года, я не помню точно, где-то так. И это была крайне травматичная для меня процедура. То есть это можно очень долго рассказывать о том, как это происходит с отвратительными специалистами, которые специалистами вообще не являются в этой сфере и несут какую-то очень жесткую ахинею. И все это с очень большим эмоциональным давлением и, опять же, бюрократической машиной, которая заставляет тебя пройти через кучу врачей, кучу организаций, там, от ЗАГСа, МВД и прочих всех штук. Но она, к счастью, есть. То есть во многих странах нет. Уже плюс. Естественно, я подписывал петиции, я тоже сотрудничаю с правозащитниками, которые занимаются тем, чтобы эту процедуру упростить и сделать ее более френдли, более комфортной и банально, чтобы она просто не причиняла никому боль. Потому что, известный факт, что транслюди — это, в принципе, люди, которые гораздо больше уязвимы ментальным расстройством, в принципе, таким... то есть это уязвимые группы, в принципе, это называется стресс меньшинств, они сталкиваются с постоянным стрессом существования в мире, в котором они не нормативны, и это всегда больший риск каких-то расстройств, это всегда больший риск проблем с психикой и со здоровьем в принципе. И такие процедура, эта коррекция биологического пола, она крайне некомфортна, конечно же, для всех, кто пытается этим заниматься, поэтому огромное количество, опять же, транслюдей, оно отсеивается в процессе, потому что не выдерживает этого прессинга, не доходит до конца, не меняет документы и просто либо сваливает куда-то, опять же, либо начинает гормонотерапию самостоятельно, что дико опасно. И, то есть они не находятся под наблюдением врачей, они делают операции с специалистами нелегально, и опять же, мы понимаем, что из этого всего следует. То есть защита гендерной идентичности заключается у нас фактически в том, что ты можешь не корректировать биологический пол, но все сопутствующие с этим проблемы на твоих плечах, делай с этим, что хочешь, тебе это надо, ты и мучайся. Мы тебе там только дадим разрешение, а так, в принципе, ходи и занимайся этим сам. Что касается дискриминации по половому признаку, дискриминации ЛГБТ+, то есть, да, это нереально, потому что если сама правительственная политика говорит о том, что
мы бы не хотели, чтобы это присутствовало в нашей стране, потому что это противоречит нашим ценностям, то как бы о какой антидискриминации мы можем говорить? В сфере медицины и ЛГБТ+ тоже очень много проблем, и это чаще всего не фигурирует в каких-то документах, но это чаще всего происходит с общением реальным с специалистами, потому что, ну, например, в принципе, вся медицина, связанная с гинекологией, урологией, это всегда огромный стресс для негетеросексуальных людей, то есть я очень-очень много раз слышала, в принципе, о такой штуке, как у нее уже даже есть отдельный термин «гинекологическое насилие». То есть это когда, в принципе, ну, любой поход к гинекологу может закончиться либо не очень травматичными беседами, либо реальными какими-то физическими неприятными штуками. И да, это всегда вопрос о ведении половой жизни, и когда, допустим, моя знакомая приходит к гинекологине и говорит, что, знаете, я занимаюсь сексом, но я не занимаюсь проникающим сексом, ну, то есть, да, потому что я состою в партнерстве с женщиной, и ей рекомендуют психолога. Ну, то есть ей реально говорят, что у нас вот есть психолог, короче, ну и я не понимаю эту страну. То есть, типа, человек пришел на осмотр к специалисту и рекомендует психолога. Опять же, если обращаться за психологической помощью, это просто, ну, это пробитие дна, потому что, да, психологическую помощь получить в ЛГБТ+, но чаще всего это какие-то частные психотерапевты, психиатры. Я в том числе, как ментально нездоровый человек, у которого клиническая депрессия, еще куча много всего, со своей кучей заболеваний я обращаюсь чаще всего к частным специалистам, при том, что у меня довольно паршивое финансовое положение, потому что я из очень необеспеченной семьи и нахожусь на распределении. Зарплата у меня очень маленькая, но я обращаюсь, я нахожусь сейчас в частной терапии, и это тоже очень бьет по моему карману, но я прекрасно понимаю, что обращаться за психотерапевтической помощью в поликлинику для меня не вариант. Ну и как бы бывают прецеденты, ну как бывают, постоянно случаются. И я слушаю каждый раз рассказы о том, как обращаются люди, начинают говорить о своих проблемах, и им желают идти далеко и надолго. Ну или в лучшем случае пытаются их слегка подлечить и направить на путь истинный. Ну, то есть насколько мягко это происходит, вопрос специалиста. Опять же, здесь вопрос даже не в том, насколько сочувствуют специалисты, а в том, что они тоже связаны по рукам и ногам с каким-то законодательством. И если будет такой прецедент, что, допустим, подросток, особенно подростки, то есть у нас очень много, опять же, законодательства именно связанного с людьми до 18, если подросток обращается с какой-то проблемой и говорит об ЛГБТ+, и психолог ответит ему: да, классно, ты молодец, с тобой все в порядке, то у этого психолога есть риск, что его уволят. То есть тут такой момент. Иногда специалисты хотят пойти навстречу, но они просто связаны вот этим, что на них принесут анонимку, и у них просто не будет работы. Ну, понятно, что женщинам платят меньше, чем мужчинам, и когда женщина одинокая, не в семье, то к ней еще больше вопросов, типа, зачем тебе зарплата? То есть, допустим, там моя знакомая, которая живет с женщиной, и она не может... То есть ее партнерка зарабатывает там меньше, она работает там в сфере такого физического труда, и она не может требовать зарплату такую же, которую на ее постах там получают мужчины, потому что говорят, что, ну, типа, ну, они кормят семью, а что кормишь ты? И она как бы, а что она скажет, что она кормит другую женщину? Ну, тогда у нее работы не будет, не то что повышение зарплаты. Ну и да, людей увольняют, действительно, и увольняют, просто проблема в том, что это нигде не указано, по какой причине увольняют. То есть тут очень скользкий момент, потому что, опять же, криминализации нет, привлечь за это нельзя. Но уволить за аморальное поведение, а аморальное поведение можно вообще что угодно приплести под аморальное поведение, всегда абсолютно легко, ну, как бы да. То есть когда я устраивался на работу по распределению после университета, я очень сильно скрывала все, что у меня происходит в жизни. Мне приходилось говорить в женском роде в том числе. Ну и как бы было очень много проблем с тем, чтобы привести своих работодателей к мысли, что вот как бы я такой вот. И когда я уже сменил документы, ну, по-прежнему есть некоторые проблемы на работе. Были сначала очень большие, потом они сошли на нет, потому что они не могут меня уволить.
Но, допустим, я знаю, что администрация до сих пор там использует мое старое паспортное имя, и, ну, я с этим пока ничего не могу сделать, но я буду продолжать с этим что-то делать. В Беларуси очень четкое разделение на госсми и не госсми. Как человек, закончивший журфак, я могу об этом говорить прям авторитетно. И да, повестка у всех очень разная, и госсми чаще всего либо избегают темы, как в какой-либо, опять же, где встречается слово гендер и, упаси боже, ЛГБТ+. И есть не госсми, которые могут продвигать какую-то свою повестку. Они могут быть нейтральными, они могут быть там не выступать за, не выступать против, но чаще всего госсми, не госсми, более либеральны в этом смысле, и они могут выбирать самостоятельно, с кем сотрудничать, и в моем случае я бы сказала, что я больше всегда доверяю не госсми, потому что они ориентированы на читателя, и как бы госсми живут за счет государства, не госсми живут за счет того, что их читают. Им нужно как-то добиваться своей аудитории и соблюдать какой-то градус адекватности. Вот. Но есть примеры обратные, потому что, например, «Вечерний Могилев» — это не госсми, но, тем не менее, всем известно, что это самое гомофобное издание в Беларуси. И оно продвигает очень жесткую политику, и никто ее, естественно, не пресекает, потому что, опять же, как мы можем доказать, что в нашей стране есть дискриминация? Ну и есть СМИ, которые действительно поддерживают, даже не поддерживают, а просто дают мне беспристрастную картинку, которая уже сама по себе является поддерживающей в том смысле, что есть проблема, и они о ней говорят. И это очень классно. И я стараюсь сотрудничать тоже с такими СМИ, давать какие-то интервью, они публикуют материалы. Но тоже есть такой момент, что СМИ всегда берут на себя ответственность за то, что их могут в любой момент прикрыть, у них могут устроить обыск, как это у нас проходило с кем? С Тутбаем, с Белсатом, с кем только не проходило. И всегда могут найти что-то, за что зацепиться, поэтому такие СМИ всегда рискуют. Но классно, что они существуют, и это супер для страны.